Всем привет! Сегодня, как и обещала, я сделаю видео, которое будет посвящено у нас именно замужеству, полной картине того, как заключать брак с египтянином. Это касается египтян, почему я не буду говорить за всех арабов, я буду говорить именно о том, о чем я знаю. Первое, что я хотела сказать, значит, в Египте правила женитьбы для всех одинаковые, как для христиан, так и для мусульман. Что я имею в виду? Конечно же, разные конфессии, и в разных местах эти заключаются брачные союзы, но правила, которые касаются именно покупки квартиры, махра, то есть это все остается, и оно одинаково как у христиан, так и у мусульман. Первое, что вот как раз вот то, что в предыдущем видео девушка задавала вопросы, спрашивала о том, как девушки египетские выходят замуж. Значит, я хочу сразу внести такую поправку. Если мужчина, за которого вы собираетесь выйти замуж, когда вы ему начинаете говорить про шапку, про махр, про то, что должна быть квартира, он начинает вам говорить то, что это касается только девственниц, ты не девственница, и у тебя, предположим, есть ребенок, это не имеет никакого отношения к исламу. Я сейчас говорю про мусульман, потому что очень часто отговорка именно у мусульманских мужчин, когда ты ему начинаешь говорить, что мне нужно то же самое, что у вас платят вашим девушкам, он говорит, ты не девственница, если бы ты была девственница. Значит, я вам хочу сказать, что это никакого отношения к исламу не имеет. В исламе нету нигде такого, не прописано, что за девственницу дают махр, а за женщину, девушку, которая была замужем, за нее ничего не дают. В исламе нет такого. И пророк, когда он женился, он давал за всех махр, за всех своих жен. У пророка только одна жена Аиша была девственницей, остальные все его жены были не девственницами. Поэтому, если вам начинает ваш муж говорить, ты не девственница, или там у тебя ребенок, вы это не слушаете. Пророк Мухаммед брал жен не девственниц, которые были там либо в разводе, либо вдовы, и еще плюс у них были дети от предыдущих браков. Поэтому условия замужества в исламе, по крайней мере, для всех одинаковые. Что вы девственница, что вы не девственница, были замужем, вдова, неважно. Как дают они за девственницу махар, и те же условия, соответственно, должны быть и для вас. Значит, по поводу девушек египетских, то, что в предыдущем видео я затронула вот как раз вот этот вопрос, который задавала девушка, она спрашивала по поводу того, как выходят замуж египтянки. Египтянки, они выходят замуж, соответственно, когда мужчина делает предложение ей, встречаются семьи, соответственно, он идет знакомиться в семью, он делает предложение, и он дарит шапку, подарок. Шапка – это намерение жениха в том, что он хочет жениться на этой девушке. Как правило, этот подарок это в денежном эквиваленте где-то от 1000–1500 долларов и, соответственно, выше, если это уже, соответственно, доктор там, или инженер, то там, соответственно, планка намного выше, чем 1000 или 1500 долларов. Как правило, это в эквиваленте золота. То есть дарится там либо браслеты, либо там подвеска, там кольцо, еще что-то. То есть это должно быть не меньше 1500 долларов для египетских девушек. Соответственно, когда девушки выходят египетские замуж, никто их в съемные квартиры замуж не отдает. Вы должны об этом знать, чтобы вам ваши мужчины не говорили. Все здесь женятся только в свои квартиры, потому что потом будут дети, и будет достаточно очень сложно. Какой махар у египетских девушек? Так как мужчина приобретает квартиру и большую часть мебели, махром в Египте считается мебель именно, потому что мало того, что квартира у мужа в собственности, плюс он покупает туда практически всю мебель и технику. Мебель и технику, и это все новое, соответственно, не использованное до этого. Это считается как махр для невесты, именно мебель, и вот вся вот эта обстановка. Что приобретает девушка египетская, когда, не девушка в частности, конечно же, приобретает ее семья. Как правило, это одна комната, либо они решают уже, соответственно, с будущим мужем, что это будет либо спальня, либо какие-то еще антре, то есть антре это набор мебели мягкой, либо еще что-то. То есть невеста, как правило, приобретает одну из комнат, но на невесте, как правило, если не это, то все вот вещи такие, как шторы, покрывала, одеяло, матрасы,
Так что матрасы здесь покупаются отдельно на кровати, потому что это, как правило, такая мебель конкретная, тяжелая. Покупаются отдельные такие дорогие матрасы. Всевозможная вот такая вот как бы кухонная утварь, то есть это все покупает невеста. И это как бы достаточно тоже немаленький вклад, но он, конечно, намного меньше, чем у мужа. Муж, он, соответственно, приобретает квартиру, приобретает мебель, кроме той, что приобретает невеста, большинство мебели приобретает муж, кухню, всю технику, стиральные машины, пылесосы, холодильники, там, все, что будет, телевизоры, компьютеры, там, ну, короче, всю вот эту технику он делает, плюс ремонт, все вот эти смесители, все ставится новое, все. Квартира, она идет вот как нулевка, вот в новое, то есть они въезжают во все новое. Молодожены въезжают там новое абсолютно все. Юзанного ничего нету. Это то, что касается девушек египетских, когда они выходят замуж. Соответственно, все это прописывается в брачном договоре. Вся мебель, все до мельчайших подробностей прописывается в брачном договоре, когда египтянка выходит замуж. Все прописывается. Махар, стоимость, какие там вещи и все остальное. Что касаемо иностранной девушки, женщины, когда вы выходите замуж за египтянина, соответственно, для вас, так как вы гражданка другого государства, для вас махар в качестве мебели он не подойдет, конечно, потому что, не дай бог, если вы разведетесь, еще что-то, юзанная мебель, она никому будет не нужна, продать ее будет очень сложно, стоимость ее в 10 раз будет меньше, чем, соответственно, вы ее покупали, и вам будет с этим очень сложно. Поэтому обязательно, когда вы перед вступлением в брак, соответственно, вы обговариваете с мужем все вот эти вот детали. То есть то, что касается иностранной девушки, раз она не может взять мебель, значит, девушка-иностранка, она берет либо золотом, либо деньгами. Какая именно сумма денег, либо золото, я вам скажу в конце видео. По поводу махра, какой махар и какой муахар. Сейчас мы разберемся именно по поводу замужество с иностранкой. По-любому, если вы собираетесь вступать в брак с египтянином, у него должна быть собственность и квартира. Если вы серьезно намерены действительно сюда перебраться, переехать и каким-то образом здесь закрепиться, остаться, обязательно у него должна быть собственность и квартира. Потому что у вас появятся дети, детям нужно будет, и так же, как вам, место для житья, вы не можете переезжать, менять там по 20, по 30 квартир. Это будет очень тяжело, и не дай бог, если что, если там будет потом, когда-то там через 10-20 лет развод, при любом раскладе вы останетесь в этой квартире. Неважно, иностранка вы или египтянка, вы останетесь все равно в этой квартире вместе со своими детьми, и вы будете в этой квартире жить. Муж будет вам при разводе, соответственно, выплачивать там на детей какие-то суммы денег и все остальное. Что я еще хотела сказать? Возможно, что получится такая ситуация, положим, как у меня, вы будете инициатором развода. То есть, если вы выходите замуж за мусульманина, есть вариант, когда он сам вам дает развод, на что они, конечно же, не идут, египетские мужчины. И есть еще развод хула. Хула – это развод по инициативе женщины. В случае, если мужчина, соответственно, он вас разводит, это бывает очень-очень редко, они не разводят своих жен. Именно для того, чтобы не терять много денег. Если он дает вам развод, соответственно, у вас все остается, все как было, все, что он вам предоставил. В том случае, если вы являетесь инициатором развода, как получилось у меня, и развод хула, это и развод по инициативе женщины, то вы обязательно по законам ислама должны ему отдать свой махар. То есть в данном случае у вас ваш махар – это вот та сумма денег, о которой я скажу позже, либо это золото, которое он вам дал. То есть таким образом вы возвращаете ему махар, он вам дает свободу. Соответственно, как я сказала ранее, если муж сам разводится с вами, то вы ему ничего не отдаете. Следующее, о чем я хотела сказать, это муахар. Муахар – это сумма денег, которая выплачивается мужем при разводе. В случае развода, как правило, египтянки это прописывают. Этот муахар, он вообще не фигурирует никаким образом в исламе, то есть в исламе муахара нету, конечно, как нет и шапки понятия, но муахар, он обязательно здесь прописывается на случай развода. Также, если муж вас разводит, он выплачивает вам сумму денег. Какая сумма денег? Раньше еще, может быть, там лет 10 назад, сумма составляла где-то примерно 50 тысяч фунтов минимальная, над чем египтянки, кстати, девушки смеялись. Сумма составляет где-то приблизительно 150 тысяч фунтов. То есть в случае развода
муж египетский вам выплачивает 150 тысяч фунтов. Обязательно вот эти все вещи, такие как махар, муахар, также многие другие детали касаемо вашего замужества должны быть прописаны в вашем брачном договоре. Обязательно это прописывайте, обязательно не забывайте даже мелкие детали касаемо детей. То есть все, что вы можете каким-то образом себя обезопасить, все это прописывайте на бумаге в вашем брачном контракте. Для чего это делать? Так как все, что будет прописано в этом брачном договоре, оно все будет обязательно выполнено. Потому что то, по чем подписываются египтяне, особенно письменно рукой, они, соответственно, все это выполняют. Потому что за невыполнение, соответственно, будет наказание. Вы должны понимать единственное только то, что под чем он подписался, он это будет выполнять. Больше, слава Богу, он если выполнит. Но если у него нет желания делать больше, вы никогда с него ничего не стребуете. То есть если со временем вы начнете требовать, а вот я вот это, а вот это, а он скажет, ты за меня замуж вышел, ты была на все согласна. У них с этим, кстати, очень четко и жестко. Поэтому на какие-то, если вы думаете, что будете давить на какие-то вещи, там, пытаться воззвать к чему-то к человеческому, то это не получится. Он будет выполнять четко то, над чем он подписался, и то, что вы обговорили. И последнее заключительно о том, что размер махра, который вы озвучиваете себе перед вступлением в брак. Значит, среднестатистическое для иностранки в Египте махр это 60 тысяч фунтов. 60 тысяч фунтов, вы должны это запомнить. Больше будет хорошо, меньше немного, там на немного, но средний махар, который вы можете озвучить для своего будущего мужа, это 60 тысяч фунтов. Можете брать это деньгами, либо можете даже лучше вложить это в золото и купить золотом и хранить это у себя, на всякий случай, если вдруг что, чтобы у вас был, как говорится, вот свой такой небольшой запас. И последнее, что я хотела сказать, обязательно обговорите изначально с мужем, со своим будущим сроки выплаты махра. Потому что возможно, что у него нет всей суммы сразу, возможно, он какую-то часть вам выплатит до, какую-то часть после, но вы должны обязательно обговорить, когда сроки он выплатит вам целиком весь махр. Вот об этом я хотела сегодня рассказать. Надеюсь, что для вас эта информация окажется полезной. Соответственно, если видео понравилось, нажимайте лайк внизу под видео. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых видео. На сегодня у меня все. Всем пока. Said I like the way you do this, I like the way you move, and I think I could get used to it. Hey, Shawty, tell me what you do when I think I'm about to lose it. I know I could get used to it. Hey, I know it's all about this good love.